стать рабом для банка. 10, 20 лет, иногда 30 лет. Будешь платить до смерти. Просто эти люди не умеют считать деньги. Все мне говорят, нет альтернатив ипотеке. Я говорю, ну как же нет? Существует набор ходов. Почему вы вообще, в принципе, против ипотеки, всех кредитов все время так агрессивно выступаете? Нет, не надо, ни в коем случае. Очень часто самые мерзкие вещи, самые отвратительные вещи, их никто не прячет никуда. Например, англичане и американцы называют ипотеку. Давай посмотрим, как они называют ипотеку. Давай. Mortgage. Mortgage. Вот такое слово. Mortgage. Ну, кто по-русски говорит, думает, ну, mortgage, ипотека. Нет, давай разберем, что такое mortgage. Это слово состоит из двух составных частей. Mort, да, mort и age. Да? Mort – это смерть. Смерть. Age – это возраст. Возраст смерти. Что означает слово mortgage? Это означает, будешь платить до смерти. Поэтому, смотри, после этого видео ты сам, твои близкие, друзья, пошли это видео как можно большему количеству людей, чтобы хорошо, даже если вас уже отипотекали один раз, то второй раз не будет. У большинства россиян нет денег и никогда не будет на квартиру. Именно поэтому они берут кредиты. Значит ли это, что они не должны даже мечтать об этой квартире и никогда ее не возьмут и жить бесконечно в съемных? Ну, мечтать не вредно, что называется, да. Только другое дело, если ты за мечты потом платишь своим будущим, и более того, будущим своих детей, то это не просто опасно, это глупо. Итак, люди делятся, в общем-то, на два типа. Первое. Люди, которые, ну, действительно бедные, которые берут ипотеку и платят, ну, там, 10, 20 лет, иногда 30 лет просто. Ну, давай посмотрим математику. Совокупная переплата этих людей за срок жизни с ипотекой составляет несколько квартир. Просто эти люди не умеют считать деньги на самом деле. Банки это используют. Вместо того, чтобы человеку заниматься повышением своего дохода, другой город, другая работа и так далее, быть мобильным, да, для этого необходимо. Человек привязывается на цепочку к своей клетке, конурге, и вокруг этой конуры бегает. А банк исправно получает больше. Поэтому в этом варианте единственный оправданный повод работать над повышением доходов. Через смену работы, через переквалификацию на другую профессию, через, может быть, открытие своего бизнеса. Существует набор ходов. Как у шахматиста, всегда существует набор ходов. Но самый печальный ход – это сесть на цепочку около конуры и лишить себя подвижности. Стать рабом для банка. Второе – люди, те, которые счастливчики, назовем их так, которые пишут, что мы взяли ипотеку и заплатили за 2 года. Давай разберем их подробнее. Итак, досрочно они погасили. Ну, во-первых, это означает, что они бы могли и без всякой ипотеки купить эту квартиру. Видимо, у них доходы, в принципе, позволяли за 2 года оплатить. Но есть нюанс. Банки-то знают, что есть такие люди, которые берут ипотеку и потом досрочно платят. Поэтому в первый год на страховках и на всяких комиссионных выплатах банки так нагружают ипотечного заемщика, что мама не горюй. И когда через 2 года досрочно этот умник, погасив ипотеку, смотрит, какая же случилась переплата за эти 2 года, он рвет на себе волосы, но поздно. Банки-то все знают. Поэтому, если ты можешь за 2 года или за 3 погасить ипотеку, значит, ты и так можешь купить эту квартиру. Просто откладывай, сохраняй деньги там, в акциях, в облигациях, в надежных инструментах, но не плати банку за страховки, за то, за сё, за комиссии, за поборы. Поэтому в первые годы банк заберет очень большие суммы. Поэтому не надо. Поэтому в этом смысле просто грамотное складирование денег, подготовка и возьми квартиру в рассрочку, например. Поэтому дискуссия по поводу ипотеки, она бессмысленна. На самом деле тот, кто
вкурился в ипотеку, тот влип, посадил себя добровольно в рабство. Игорь Владимирович, мы при этом знаем, что в развитых странах мира и в целом кредиты дешевле, и ипотека там 1-2%, что, учитывая инфляцию, в принципе, та же рассрочка. Почему в России до сих пор такие дорогие кредиты? И стоит ли нам ждать, что когда-нибудь у нас будет тоже 1-2%? Конечно, ждать нам стоит, потому что больше нам ничего не остается. Ну, по сути, финансовые власти стараются. Ну, мы же видим, что они стараются. Была там стоимость ипотеки раньше 20%. Я вообще не представляю, как люди брали квартиры по 20%. Сейчас стоимость ипотеки 8, 7, 12. Типа от 6, но 6. Типа от 6, но, слушай, если прибавить все там комиссии, страховки и так далее, вот поэтому все эти типа от 6, они остаются сны Марьи Ивановны. Поэтому следует понимать вот что. Сектор строительства жилья монополизирован очень сильно. Поэтому дельцы и бизнесмены, когда видят, что, например, государство субсидирует ипотечные кредиты и так далее, что делают дельцы? Тут же поднимают цену. Раз. Второе. Если вдруг резко обостряется выдача ипотечных суд, что делают дельцы? Они с банками вместе на пару, да, они увеличивают количество сборов, агентских комиссий и так далее в первый год. Вот пошел вал выдач, да, они в первый год, значит, за всех, кто берет ипотеку, сдирают огромное количество денег. То есть на самом деле коммерсанты, бизнесмены свое зарабатывают. Все мне говорят, нет альтернатив ипотеке. Я говорю, ну как же нет? Ну, во-первых, рост доходов, то есть работа над повышением своих доходов, когда ты покупаешь квартиру или в рассрочку покупаешь квартиру. Есть прекрасный инструмент, но фокус внимания становится на что? На рост доходов. Второй вариант. Жилищные кооперативы. Это когда имеющиеся доходы вкладываются в кооператив, который там строит дом или там многоквартирный или поселок и так далее. Вот. Данные формы сложноваты, но кооперативная форма, жилищный кооператив для восприятия людей, но, тем не менее, все больше и больше людей присоединяются к жилищным кооперативам. Ну, нет, потому что переплата у жилищного кооператива. Жилищный кооператив становится организацией, которая способна закупать товары дешевле, строить дом. В результате пайщики жилищного кооператива получают квартиру существенно дешевле, то есть без вот этих громадных переплат. Но здесь есть нюансы, опять жулье. Вот, поэтому, в общем и целом, я говорю, альтернативы есть, но самое сильное решение – рост твоих доходов. Это самое сильное решение. Не надо решать проблему на том уровне, на котором она возникла. Зачем банки выдают кредиты людям, которые почти наверняка не будут их платить? И потом коллекторы, пени, штрафы и все такое. В нашем мире очень много отвратительных вещей. И это одна из отвратительных вещей. Да? Вот. Выдавать суды людям, которые не способны оплатить, и потом горе, трагедии. Дело в том, что вот есть очень большое зло. Иногда, чтобы не случилось очень большого зла, уместно делать просто зло. Вы про микрофинансовые организации? Я про микрофинансовые организации и про то, что в криминальном секторе. Ну, грубо говоря, когда займы давали, грубо говоря, бандиты. В 90-е займы давали людям: пожалуйста, хочешь займ? Пожалуйста, бери. Ставим тебя на счетчик. Нету вообще никакой регуляции, надзора. Прокуратура? Какая прокуратура? То есть это вообще абсолютное зло. Поэтому то, что сейчас банки дают эти потребительские кредиты тем, кто не может расплатиться, это вот как если бы мы как общество заменяли бы тотальное зло, да, на зло, тоже зло, но поменьше. Это единственное, что обосновывает хоть как-то, что на начальной стадии
Давайте так сделаем. Но вы кредиты брали. Вы когда брали кредиты, вам они все-таки помогли? Мы действительно брали кредиты, и я не могу утверждать, что этот кредит нам помог. Мы взяли кредит, потому что были люди, которые давали нам судный процент. Но еще раз говорю, вероятность, что мы отдали бы этот кредит, была это задним числом. То есть сейчас я понимаю, что вероятность отдачи этого кредита за 10% в месяц, плюс еще какая-то платежи с доходов от операций, вероятность отдачи этого кредита была очень небольшая. Но мы не знали, поэтому мы брали, мы смотрели вперед с гордо поднятой головой, мы шли на амбразуру, мы смело шли. Ну, окей, ты можешь смело идти на смерть, куда хочешь, ты же не знаешь, что ты умрешь. Смерть — это вообще то, что бывает с другими людьми. С тобой же не может смерть случиться. Поэтому мы шли. Поэтому, когда мы стали ошибкой выжившего, подчеркиваю, мы вошли в когорту тех людей, у кого получилось скрутануться, и я как-то в видео записывал, сколько было моментов, что огромная вероятность приходила, что у нас не получится отдавать этот кредит, и мы войдем в такое в банкротство, в бега там, или там небеса распорядились, что сложилось. Поэтому вот констатировать о том, что этот кредит помог нам стартовать, я бы не стал так прям придавать такую гиперзначимость тому кредиту, залазению. Я, скажем так, то опасное, просто радикально опасное действие, которое мы совершили по незнанию, при отсутствии вообще какой-то финансовой грамотности, просто ослепленные тем, что давайте уже сделаем. Что значит помочь? Это то, что называется, что сделано, то сделано. Но я не называю это помочь. Поэтому установки общества на то, что удача улыбается смелым, они не верны. Удача улыбается тренированным. Тренированный — это совокупность характеристических вещей, да, где смелость тоже присутствует, но не в абсолютной, так сказать, доминации. Есть миллионы людей, которые уже взяли кредит. Да. Можете дать им какой-то совет, что им делать? Вот ты уже взял, платить не можешь, что делать в этой ситуации? Во-первых, это очень важно в самом начале понимать, что не ты первый, не ты последний, это было всегда и будет. Вот в этот момент испытывания массовых перегрузок очень важно найти людей, которые уже испытывали такие перегрузки, чтобы ты оказался не одиноким, а ты оказался с этими людьми, которые говорят: слушай, да мы тоже испытывали эти перегрузки, но видишь, мы же живы. Вот они мы. И таким образом, оказавшись рядом с такими людьми, ты приходишь в состояние, такой дееспособности. Общество взаимной поддержки через людей, которые тоже оказались в схожей ситуации. Вторым шагом в этом обществе взаимной поддержки возникает автоматически семейство решений. Потому что люди, которые ранее оказались в этой ситуации, они уже попробовали много ходов, и на стороне этих людей есть целый супермаркет решений и ходов. Но на втором шаге, уже будучи в дееспособном состоянии, видя, как много людей, ранее столкнувшись с подобным, они не умерли, вот они, да, перед человеком открывается семейство решений. Личное банкротство, займ у родственников, поддержка членами данного сообщества. Иногда люди так сдружаются, что они начинают помогать друг другу, как общество взаимного судного, суда дают друг другу, да, и так далее. Поэтому, ребята, если вы стоите на пороге, чтобы вас отипотекали, лучше не надо. Если вы стоите на пороге, чтобы вас откредитовали, лучше не надо. Если вы уже, так сказать, в отипотеканном состоянии испытываете стресс и так далее, слушайте, найдите тех
людей, с которыми вы придете в дееспособное состояние и выберете семейство решений, там, рефинанс, судная помощь от членов сообщества, может быть, личное банкротство и так далее. Вот. То есть находите варианты, вариантов всегда больше, чем один.